Густой туман стелился по кладбищу Хайгейт в Лондоне. Пожилой архитектор Гарольд Бентон шел по мокрой аллее, держа букет белых лилий, любимых цветов своей покойной жены Кэтрин. Его шаги гулко отдавались в тишине, словно сама земля затаила дыхание. Возле могилы Кэтрин Гарольд замер. На коленях стояли две девочки лет 8, мокрые от дождя, с испуганными глазами. Они шептали «Мама», и эти слова пронзили его сердце. Но Кэтрин никогда не имела детей. Когда Гарольд сделал шаг ближе, девочки обернулись, вскрикнули и исчезли в тумане, оставив на плите крошечный букет полевых цветов. Ночью Гарольд не мог заснуть. Он открыл старый ящик и нашел коробку, перевязанную лентой. Внутри лежали письма, квитанции о переводах в детский приют Сент-Майкл и рисунок. Женщина и две девочки с надписью «Спасибо, мама Кэтрин». Среди бумаг он обнаружил фотографию. Кэтрин между близняшками, подпись «Лили и Клара, мои солнечные лучики». Наутро он поехал в приют. Его встретила директор, Сара Милтон. «Кэтрин помогала нам много лет», — сказала она. Девочки называли ее тетя Кэтрин. После ее смерти их забрали в приемную семью, но они сбежали. Перед уходом сказали, мама услышит нас у лилий. Гарольд понял, это были те самые девочки. В приюте ему сообщили имя их отца, Майкл Нэш, бывший рабочий его архитектурной фирмы, уволенный 10 лет назад. Кэтрин знала, но никогда не осуждала его. По следам Гарольд нашел старый мотель у Темзы. На стене висел рисунок, две девочки и белые цветы. Подпись «Мама, мы все еще здесь». Сердце подсказало, он близко. На рассвете он остановился у дома с номером 27. Дверь приоткрылась, в проеме стояла девочка. «Я муж Кэтрин», — тихо сказал он. «Она обещала, что у вас будет дом. Там растут лилии». Девочки переглянулись и кивнули. В старом доме на окраине теперь звучали голоса. Гарольд убирал сад, сажая новые лилии, а дети рисовали у окна. Позже Сара прислала адрес Майкла. Гарольд нашел его на заброшенном складе у доков, седого, измученного. «Кэтрин помогала твоим дочерям», — сказал он. Майкл долго молчал. «Я был трусом. Она простила тебя. Теперь их очередь». Через неделю Майкл пришел к дому. Девочки стояли на крыльце. «Ты наш папа?» — спросила Клара. «Если вы еще можете любить, значит да», — ответил он. Лили протянула белую лилию. Мама говорила, прощение — это помнить без боли. С тех пор дом ожил. По выходным приходила Сара, Майкл чинил крышу, а во дворе цвели лилии. На воротах повесили табличку «Дом Кэтрин». Весной Гарольд открыл в доме школу для детей из приюта. Лили принесла цветок и сказала: «Это наш символ. Даже из земли можно вырасти к свету». Позже вся семья пришла к могиле Кэтрин. Девочки разложили свечи в форме сердца, Майкл снял шляпу. «Спасибо, что вернула нас к жизни», — сказал Гарольд. Ветер поднял лепестки, и они взлетели в небо. «Посмотри, Кэтрин», — прошептал он, — «у нас снова дом, где звучит смех».